Друзья, всем привет! Я только что записала парфюмерное видео. Я, конечно же, не купила Over Red от Black Opium Over Red от Yves Saint Laurent, но я говорила в том видео, да, что это первое, что я сделаю, как доберусь до парфюмерного магазина, чтобы получить позитивные эмоции. Но я нашла свою заначку Лира от Ксершов и распаковала ее на другом канале, рассказала об этом аромате, и мы вместе распаковали. Я хочу с вами поделиться тем, что происходит. Мы пошли на второй день. Опять же, один магазин открылся, воды там уже не было питьевой, а это была главная проблема, потому что воду, слава богу, нам дали. Это просто вот наш пятачок, который очень мало задела, нам просто повезло, да, в этом плане, что у нас есть свет с перебоями, но есть, что у нас есть вода. Мы прошлись по городам. Я в шоке. Мы туда пошли не просто погулять, а искать продукты, искать воду, искать открытый магазин. Но, как оказалось, открытых магазинов вообще нет. Мы наткнулись, например, на Aldi, который разрушен по дороге, на Lidl, которые мародеры уже были в процессе разграбления. А это Lidl, и он, как видите, разрушен, но там внутри, туда внутри, точнее, заходят люди, и это называется мародерство на самом деле. Вот, мы с вами не пойдем туда, потому что, как-то для меня это вообще неприемлемо, но как в любом апокалипсисе это происходит, Никогда не думала, что со мной это произойдет, но это происходит. Вот люди пошли мародерить. Мы сходили в Красный Крест, взяли чуть-чуть еды, ровно то, что нам необходимо, и все, возвращаемся домой. Я не осуждаю людей, которые зашли, допустим, за водой, да, у них нет воды, они не знают, куда идти, вот они пошли там, забрали воду. Я это понимаю, хотя мы так не сделали, но я это могу еще понять. Но я видела людей, которые вытаскивают вино тележками. Но это, очевидно, не предмет первой необходимости, и, возможно, они вообще приехали из непострадавших регионов. Это, конечно, очень грустно, печально и даже злит. Но там не было никакой охраны. Тоже вопрос к Lidl, например, почему нет? Есть какие-то бизнесы, да, например, есть Flexi-Car, это компания, которая перепродает машины, да, и нет никого. Никакой ответственности. Получается, люди им оставляют свои машины на продажу, а их даже там нет в этот момент. Понимаете? И нет ни гвардии цивиль, нет ни полицейских, никто не охраняет вот это вот все. Это, конечно, безобразие. И вообще, только вчера, 1 ноября, в наш город добрались службы в нормальном количестве и завезли там воду, какую-то гуманитарную помощь. До этого люди сами все делали, помогали друг другу. Мы ходили в соседний город, мы отстояли очередь, прошли, посмотрели на мародерство, мы не стали даже заходить, естественно. Мы пошли, и мы нашли пункт в городе, который находится где-то за 40 минут. Мы шли дольше, потому что приходилось обходить все эти улицы, которые просто блокированы машинами, да, которые перевернуты друг на друге. Мы обходили это все. Ой, картины, конечно, просто катастрофичные. Я не думала, что я в жизни такое вижу на самом деле. Я видела это в кино, и это страшно. Самое страшное, что в какой-то момент я поняла, что я не обращаю внимания. Мы дошли до города, нашли пункт, где выдают самое необходимое, там воду, хлеб, молоко. Сейчас объясню, почему мы пошли в эту очередь. Мы пошли, потому что все закрыто. То есть, если мы не пойдем туда, да, взять это, то у нас не будет. Мы бы рады пойти в магазин, как всегда, обменяться, нам продукты, мы деньги.
Но это невозможно, потому что все магазины закрыты, которые уцелели. Те, которые не уцелели, они, понятное дело, разрушены и уже и разграблены. И вот когда я стояла в этой очереди, это было в муниципалитете другого города, там стеклянное здание, когда-то было оно стеклянное, сейчас стекла разбиты, и рядом, около, между столбом и чем-то еще, я уже не помню, зажаты машины друг на друге с какой-то там грязью, ветошью, какие-то там солома, я не знаю, тина, то, что вот принесла эта река. И ты стоишь в этой очереди и просто перестаешь замечать. Перестаешь замечать вот эту грязь, вот это вот все. Это просто становится какой-то картиной обычной. И вот это вот меня очень сильно пугает. И пугает то, что когда я закрываю глаза перед сном, у меня всплывают вот все вот эти вот улицы, люди, которые пытаются разгребсти вот эту грязь с первых этажей. Люди делают все, что могут, люди помогают друг другу. Я вообще, как меня обвиняли в том, что... Как они называют у нас? Либеросня, как-то вот так обзывают людей, которые против войны, не поддерживают власть, против Путина. Вот нас как-то так обзывают. Но на самом деле я скорее анархистка. Потому что то, что я видела, мне в очередной раз подтверждает, что люди помогают друг другу. Государство отморозилось. Оно вот свои службы сюда доехали только вчера. Там помощь, которую мы получали, это Красный Крест, это волонтеры, в основном волонтеры, даже какой-то один там мужчина из Красного Креста бегал, и все. Остальное я вижу, что это просто волонтеры. Это люди, которые из ближайших городов, из самой Валенсии привозят продукты, привозят воду. Может, даже много было очень воды, может, даже сами какие-то сети вот эти торговые, да, бизнес, то есть помогает людям. А государство, как вот предупреждение было прислано людям в момент, когда они стояли какие-то уже вот так вот в воде, да, какие-то уже там тонули, какие-то на крыше сидели машин, которые зацепились, да, проплывающие и спаслись таким образом. Не раньше. То есть Денис говорит, мне пришло вот это уведомление, да, которое как военная тревога, оно приходит даже без сети. В 10:30 он уже в этот момент сидел в мэрии города другого, уже он немножечко там по пояс походил в воде. И что? Зачем? Для чего? Это уведомление должно было приходить намного раньше. Причем там было, знаете как, там было, что нельзя передвигаться по Валенсии, ну, имеется в виду по всей провинции. Но на самом деле нельзя передвигаться внутри города, и это надо было вообще писать, что не выходите из дома ни в коем случае. Какую-то инструкцию, объяснить, что такое красный уровень тревоги, что это может быть. Потому что, очевидно, люди не понимали. Люди на трассах остались в своих машинах, их сносило 2-метровой волной. Многие не выжили. Многие приняли эту волну на себя. Очевидно, люди не знали. Им не пришло это уведомление, точнее, пришло оно уже поздно. Мне приходило, как я узнала, в чате, я состою в чате нашего класса по истории, по Кастияна, и кто-то написал из учеников, что ребята вот прочитал в Инстаграме через Аютамьента это мэрия, что у нас отменены занятия. И так я узнала, что что-то происходит. Потом я зашла в Инстаграм на страницу нашей мэрии и прочитала, что оказывается красный уровень тревоги. Вот так я узнала. Мне ни смс-ка не приходила, ни вот это вот уведомление. То есть не было предупреждения нормального людей. Оно было, когда уже все тонули, а кто-то и утонул. Очень много людей застряли в гаражах, например, у себя. Это вот вы понимаете, это наводнение, оно произошло очень быстро. А для кого-то, те, кто вот был очень близко, да, к этой волне, это произошло просто за минуты.
Расскажу вам одну историю. Это Дениса одноклассник, он называется. Просто однокласснику, это мужчина, пожилой, ему лет 60, около того. Вот. И он пошел гулять с собаками. 18:30 примерно он выходит с ними гулять. И где-то в 7 часов они дошли до, там такой небольшой парк. Слава богу, вот был парк, а напротив был дом. И вот они, значит, там гуляют, и вдруг он видит, как из-под земли бьет ключом говорю, бьет фонтаном вода, огромным напором. Он в этот момент, люди не понимают, никто не знал, никто. Я думала, это мы, потому что мы не местные. Местные тоже, оказывается, такого никогда не видели. В общем, он думает, ну ладно, встану на скамеечку, чтобы не намочить ноги. Стоит, значит, а вода прибывает очень быстро. То есть это вот о минутах, я говорю. Вода прибывает, она уже скамеечку накрывает, он, значит, снимает кроссовки. Он боится намочить кроссовки. Как мой муж не пошел, когда увидел вот первую воду, он боялся намочить кроссовки. Так и этот мужчина побоялся и снял кроссовки. И вот он уже с ними стоит, а у него еще 2 собаки. Одна большая, одна маленькая. И они, естественно, нервничают. Они не то, что собаки, которые привыкли где-то плавать. Нет, они к воде не очень хорошо относятся. Они, значит, нервничают, он их держит, кроссовки. И вот уже вода поднялась настолько, и такой поток, что он видит проплывающую машину. Она за что-то там зацепляется, там дерево какое-то рядом, она останавливается, и он на нее ставит кроссовки. И в этот момент он видит, что с огромной скоростью к этой машине несутся еще 2. Они ее, естественно, сносят, тоже там во что-то упираются и друг на друга вот так становятся. Вот такие картины я очень часто видела. Вот так машины друг на друга и где-то там наверху за что-то зацепились. Вот. А ему вода уже вот так вот. Ему из дома напротив кричат: «Мы тебя спасем». Там уже ни одного мужчину спасли, он видел, как вот по водосточной трубе он там держался, и его вытащили по веревке. Они ему кричат: «Мы тебя спасем, плыви к нам, мы тебе сейчас веревку кинем, и мы тебя вытащим». А он с собаками. Он говорит: «Я собак не брошу». И он, значит, стоит. Тут проплывает другая машина, она цепляется опять там же, останавливается около него, и он, значит, сопротивляющихся изо всех сил собак одну ставит на крышу, другую себе сюда маленькую на плечи и садится на эту машину, сидит там мужчина в возрасте, у него больная спина. Я просто не представляю, какие силы в человеке просыпаются в этот момент. Он, значит, держит собак, ему там все еще кричат. Потому что, правда, эту машину может снести другая машина, как произошло несколько минут ранее. Ему кричат: «Плыви, мы тебя сейчас вытащим, мы тебе кинем веревку, потом лестницу, мы тебя достанем». Он отказывается, он говорит: «Нет, я никуда не поплыву, потому что собаки не поплывут, они утонут, я без собак никуда не собираюсь, я остаюсь». В общем, этот мужчина просидел на крыше 4 часа, пока вода не ушла. И таким образом, да, он выжил, он потом пришел к этим людям, они его напоили горячим чаем, и он пошел домой. Его дома, естественно, все уже похоронили, уже думали, что он не вернется, но это правда, это просто случайность, то есть это просто человеку повезло, вот что он именно в этом месте оказался, именно здесь-то обо что-то зацепилась машина, и ее никуда не унесло дальше. Это рядом, понимаете, все происходит. Вот тут вот человек. И у него сосед, у них частный дом, сосед спустился в свой гараж вытащить машину. То есть это даже не наш гараж двухуровневый с лифтом. У нас причем на -2 этаже стояла машина. Как бы сейчас она плавает там. Как плавает? Скорее всего, подводным плаванием занимается. Блин, это нервные друзья. Занырнула. В общем, вот. И этот мужчина не выехал из своего гаража, он не успел. Из частного гаража.
Там никаких лифтов. Это его гараж. И вот эти истории, они очень близко. И я понимаю, что все это произошло, потому что не было нормального предупреждения. Вообще его, по сути, не было. Если бы я не ходила в классы вот сюда, я бы вообще не узнала, что что-то там происходит, какие-то классы отменяют почему-то. Вот так вот. Ну и помощь, которую оказали, она, конечно, немножко, так сказать, запоздала. Но на мой взгляд и на взгляд многих людей эти службы могли добраться сюда раньше. Я не знаю, почему была такая задержка. Я не понимаю. Нам еще повезло, что наш город не так сильно пострадал. Ну, есть улицы, которые пострадали больше, чем наша, но то, что я увидела в соседних городах, там снесло огромную набережную. Друзья, мы в соседнем городе находимся, и вот здесь вот полностью снесло, видите, набережную, все перекрытия. Вон там, вон на той стороне машина повисла. А это Денис с продуктами, которые привез Красный Крест вот в этот город. Он где-то в 40 минутах ходьбы от нашего города. А это, представляете, это из Лидла, по-моему, такая тележка сюда водой ее принесло. Вот. А вот мы идем домой. Мы набрали необходимых продуктов. И мы идем домой. Мне до сих пор не верится, что я это вижу в реальности. Правда. Я такое видела только в кино. Вон, видите, на той стороне просто все разрушено. В реке, которая почему-то сейчас уже ушла, там лежит перевернутый и утонувший в иле грузовик, только колеса от него видно. Ну, там, конечно, очень много разрушений, и я понимаю, что много разрушено дорог, этих магистралей, автомагистралей разрушено много. Людей поймала волна в момент, когда они ехали куда-то. Опять же, да, это о том, что не было нормального предупреждения. Но люди бы не стали никуда ехать, если бы они понимали настоящую опасность. Я думаю, что работодатели бы отменили там, рабочий день, всех отпустили. Ну и вот, друзья. Мы, сейчас немножко про нас. Мы в целом нормально. У нас мы вот сходили, взяли необходимых продуктов. Мы сегодня, Денис пошел, потому что кошкам надо еще, у них заканчивается еда и наполнитель для туалета, это важно, вы сами понимаете. Наша взрослая кошка вообще ест исключительно свои консервы, она отказывается от другой еды, она правда может не есть сутки, если вот ей не дать ее еду. Поэтому Денис пошел за едой, за наполнителем, и нам хорошие очень ребята, они привезут нам вот не прям сюда не заехать, ну, можно, наверное, заехать, но не выехать, там огромная пробка. Они привезут там на какую-то точку более-менее доступную, привезут нам еще продукты, мы просили кое-что у них. Вот. И мы в целом материально, физически нормальная. Ментально, да, до меня шок прошел. Я понимаю, что это все, это надолго. Это, знаете, вот все, кто спрашивал, я говорила, что мы потеряли только машину, но я понимаю, что мы все, не только вот мы конкретно, а все люди, просто на какое-то время мы потеряли нашу нормальную жизнь. Вот, и мы ее, конечно, будем сейчас восстанавливать, но это зависит не только от нас. Люди просто... Есть, конечно, какие-то мелкие конфликты. Появились форы, представляете? То есть женщина рассказывала, что вот у нас в нашем даже чате нашего дома, что они шли с водой, и их какие-то хулиганы поймали, хотели воду у них отобрать. Ну, вовремя оказалась полиция.
Полиция, кстати, вот здесь местная, именно наша. Вот она еще что-то делала, пыталась, да, в меру своих способностей как-то помочь. Но их, конечно, не хватает. И вот люди, которые оказались в такой ситуации, как Дениса, знакомый, который на машине 4 часа сидел, никто не прилетел вертолет, да, ну вот это я видела, как спасали с вертолетом людей. Ничего у нас здесь такого не было. Я слышала, начал летать вертолет под утро. Видосик снять, наверное. Журналисты, наверное, вообще прилетели, потому что людей вот так вот у нас лично до нас не долетали. Вот. Еще непонятно, сколько будет в целом погибших, много очень пропавших без вести, потому что еще не разобрали все завалы. Я смотрела интервью со спасателем, и он сказал, что он никогда в жизни, а там мужчина, ему, наверное, лет 60-50, что он никогда в жизни не видел такого за всю свою рабочую деятельность. Так говорят, рабочую деятельность? Трудовую деятельность. И я в жизни такого не видела. И не хотела бы, честно говоря. Но хотя, так сказать, Вика назвалась сценаристом, режиссером и даже иногда актрисой. Ну вот, пожалуйста, тебе материальчик. Только, наверное, с этой точки зрения можно как-то найти в этом смысл для себя, пережить это все. Вот, друзья, все, я не знаю, я все рассказала или нет. Спасибо вам, что вы интересуетесь, что неравнодушны. Мне это важно. Мне, наверное, важно этим делиться. Вот, все. Спасибо вам большое. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.